В предыдущей серии гардеробы бескрайние, глупые заводные танцы, лихие покатушки и расположение линии фронта. Для красной команды в самом начале раунда арены данного поля боя на первый взгляд просто предназначены для приятного времяпровождения кемперов. Мы успешно ведем бой на передовой и пребываем в недоумении от безрадостного факта, который заключается в том, что все синие скотины любят шары. А что нам еще нужно для постоянной радости? Разве только успех в игре и счастье в личной жизни. А теперь заключение. Господа, дамы, доброго времени суток. Я привидение. Предлагаю вам в ближайшие несколько минут побеседовать на одну довольно наболевшую тему. Да. Популярность классов поддержки в командно-тактических шутерах, а также основа поддержки некоторых смешанных классов. В основном речь будет идти о нашей любимой забаве. Однако вполне уверен, что дальнейшее рассуждение применимо и ко всем остальным громким и не очень именам вчерашней и будущей онлайн-игровой индустрии. Ой, давно этим не занимался. Моя спина. Итак, многие из нас с вами знакомы с данной ситуацией. Безымянный товарищ игрок примеряет форму класса поддержки, например, медхалат, слесарные перчатки или дорогой костюм. Какой красивый и желанный для команды внешний вид. К сожалению, он не всегда означает не менее желанную помощь. Даже разодетый шпик не всегда сапнет турель. Прекрасно сложенный врач не обязательно сделает укол. 4 слесаря нередко бросают спавн без телепорта, а скауты вместо полезного молока сосут какую-то химию. В нашей любимой игре есть еще множество способов как оказания помощи команде, так и для отказа в ней. Сравнительно недавняя ориентация на киберспорт немного оживила командный дух игры. В матчах стало в среднем гораздо больше поддержки, но годами воспитанные взгляды по-прежнему остались живы, и помощь команде чаще всего находится в меньшем приоритете, нежели набивание фрагов в командной-то стрелялке. Так почему же в игре по определению командной команды часто содержат так мало командного? Ответ на этот вопрос кроется в происхождении жанра, а также основной мотивации любого игрока. Прежде всего, по природе, ТФ-ка это шутер, по крайней мере так сказано в описании к игре. Каждый из 9 классов может стрелять по врагу, который, как правило, отвечает им тем же. Подобная забава стара как сам мир и постоянно культивируется в умах всего человечества. Шутер, каким бы он ни был по классификации, манере проведения или способу реализации, в конечном подразумевает перестрелку между противниками. И победу в этом соревновании выхватывает тот, кто умеет вести огонь быстрее и точнее. Так повелось вот уже многие века. Для кибернаправления пару десятков лет. Большинство стрелков достаточно редко задумываются о победе в стрелялке без непосредственно стрельбы.
Мало того, как насчет определенных действий, которые направлены на помощь союзнику? Тот же в результате добивается победы, которую очень сложно заработать в одиночку. Подобное поведение в качестве названия носит страшное словосочетание «командная работа». В высоких игровых кругах на соревновательном поприще Командная работа имело место почти всегда. Даже в голых шутерах, где иные механики не были предусмотрены или вообще закодированы, умные ребята постоянно придумывали новые и новые способы разделения труда. Одна голова хорошо, а несколько лучше? Откровенно говоря, не всегда такое работает. Подобная формула действует на ура, если все эти головы хотя бы а. преследуют схожие цели, и б. имеют единый план, которому все они согласны следовать. И если, попадая на современную киберспортивную сцену, любая команда более-менее обладает вышеупомянутым, казуальные игрища называются так неспроста. Здесь нет хоть каких-либо поощрений командной работы. Игрок также не особо наказывается за ее отсутствие. Фактически до обновы 2016 года треть игры просто не была сбалансирована для командной работы. Сюда, как и раньше, люди шли главным образом за тем, зачем в принципе посещаются подобные проекты, за тем, что одиночки просто не могут предоставить, за победой над живым непредсказуемым противником, за повышением своей самооценки за счет снижения оной побежденного. Именно для этого и созданы онлайн-соревновательные игры. Итак, напомните еще раз, зачем вообще быть санитаром, на сохранность которого пациенту нередко просто чихать? Я не гарантирую ему безопасность. Согласен. И не буду отвечать за его судьбу. Понимаю. Да и вообще, раз уж на то пошло, почему ваше удовольствие должно постоянно от кого-то зависеть, если можно взять в руки базуку и быть совершенно независимым? Зачем пытаться работать над продлением жизни, если лавры в основном достаются за ее прекращение? Зачем посиживать в тылу и кормиться, извините, ассистами? Да, само это слово часто говорится с пренебрежением. Многие считают ассист неполноценным фрагом, хотя ассисты для саппорта по сути равнозначны фрагам и просто указывают тип участия в сражении. И все-таки в глазах большинства игроков киллы гораздо сильнее блестят, нежели помощь команде. Определение шутера также не включает в себя поддержку, а то, что он командно-классовый, часто просто никто не читает. В конце концов, приходя в онлайн-соревнования, каждый чаще всего хочет собрать лавры сам, нежели помочь сделать это кому-то другому. И не услышать за это даже большого спасибо. Спасибо, доктор! Спасибо! Серьезно, цените саппортов. И на словах, и делом. Вам будет полезно, а им очень приятно. Существует и другая, довольно очевидная причина относительно слабой популярности классов поддержки, а именно в корне неверные ожидания, как от самого класса, так и от его предстоящей деятельности. Будем откровенны, для обыкновенных любителей стрелялок любой саппорт в них представляет довольно необычное существо. Ведь как совершенствовать себя при игре за класс, который целиком и полностью посвящен перестрелкам? Лучше уворачиваться, точнее стрелять, вести себя как можно более неподобающим образом. Но как совершенствовать себя при игре за класс, который не создан для стрельбы? И это, между прочим, в стрелялке.
Именно этот заковыристый вопрос встречает многих новичков и часто с ними остается. Уже на начальном этапе классы поддержки не бросают лишь те из них, кто либо слишком упрям и все-таки хочет их понять, либо те, кому объяснили, как на самом деле ими воевать. И что же собой представляет это пресловутое на самом деле? К сожалению, по-прежнему неоправданные ожидания. Дело в том, что действительно правильный стиль игры любого саппорта не то чтобы является таким же расслабляющим занятием, как это, или это, ну или что-то такое. Главная задача любого класса поддержки – постоянное оказание помощи всей своей команде. А делать это можно и нужно самыми разными способами. По факту, цена определенного класса поддержки измеряется количеством способов, которыми он может помогать. В свою очередь, умение игрока, в чьих руках поводья саппорта, измеряется тем, как много он успел сделать для команды перед своим неминуемым отправлением на респаун. Любой успешный саппорт должен быть цезарем в 100-й степени. Он должен одновременно делать сразу кучу дел, одновременно думать и заботиться о каждом члене своей команды. А для этого любой саппорт обязан выживать, и выживать как можно более продолжительное время. А делать это нужно за счет знаний о противнике, которых у любого саппорта должно быть как можно больше, а также за счет абсолютно необходимой помощи союзников, которой опять же должно быть как можно больше. В то же время, главная задача силовика — быстро бегать, много стрелять, подрывать мораль соперников. Конечно, все сказанное, возможно, слегка преувеличено. К счастью, в той же самой ТФ-ке абсолютно у каждого класса имеется великое множество механик и нюансов, изучать которые можно многие тысячи часов. Однако очевидно, что любой силовой и пиковый класс в процессе обучения становится полезен команде гораздо раньше и с куда меньшим багажом как знаний, так и умений. В то же время любому саппорту нужно еще многому научиться, хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя бесполезным. Такая трепка нервов совсем не нужна человеку, который просто пришел сюда за халявной дозой адреналина. И недавняя популяризация саппортов киберспортом на эту ситуацию не так уж сильно влияет. Ну что ж, на данный момент из сказанного выше можно понять, что саппорт — это те, кто нужен всем, но кем никто не хочет быть. Ну ничего себе, какой же у тебя милый голос. Ну а причина этому в том, что в онлайн-соревновательную игру, не ориентированную на командный приз, люди приходят за своей победой, а победа команды — это приятный, но все же довесок. Да-да, все верно. Вдобавок для саппорта игра — это скорее работа, которая связана с постоянным напряжением и заставляет постоянно от кого-то зависеть. Стоять, я что, серьезно последние 10 минут только и делал, что ныл о том, как же хреново быть саппортом? Может, хватит ныть уже? Да-да, и правда, полностью согласен. А иначе данная лекция просто оставит у людей впечатление, что классы поддержки в командных соревновательных стрелялках — это не для них, а для кого-то еще. Все равно для кого. Буду-ка я играть с кем-то посильнее. Идут к чертовой матери эти хилые зависимые саппорты. Подобное частенько говорит себе большинство новичков, когда их в очередной раз застают за неправильной игрой классом поддержки. И, откровенно говоря, в таких происшествиях нет ничего плохого. Саппорты никогда не должны быть сильными и опасными. Это роль силовиков и в определенных случаях пикеров. И при выборе саппорта каждый игрок не должен, а просто обязан делать этот выбор обдуманно, а также с полным осознанием того, что делается этот выбор для команды, за которую любой саппорт отвечает в первую очередь. Легко ли это понять новичкам?
Ну, посудите сами. Малоосведомленную личность гораздо проще одеть покрепче, вооружить и отправить на убой. С базукой или огнеметом она куда опаснее для врага, а значит полезнее для команды, чем, например, с гвоздями, ну или с кухонным ножом. А также башней, которая стоит в самом непонятном месте. И на самом деле, лично меня наоборот очень радует, что основательно классами поддержки играют, как правило, те, кто уже более-менее подкован в основах самой игры. Эти ребята уже набрались опыта на фронте, там они осознали всю тяжесть ведения боя, без помощи лечения патронами и огнем, или же в команде, целиком состоящей из саппортов. Каждый из них обязательно запомнит тот момент, в котором его от победы отделяло всего лишь отсутствие поддержки. Он будет понимать тех пикеров и силовиков, которые отчаянно требуют себе в команду медика. И то, что во флешбеках для него никто не сделал, он будет делать сейчас уже для нас. По моему скромному мнению, именно подобная закалка лучше всего готовит бойца к роли саппорта, а также объясняет ему, что нужно делать, воюя классом данного типа в тех или иных ситуациях. Возможно, небольшая популярность классов поддержки и правда играет роль некого естественного отбора. Лишь самые бывалые ребята сознательно становятся ими, и чаще всего они делают это в угоду команде, а не из простого любопытства или же собственной лени. Становление полноценным саппортом после боевого прошлого можно назвать финалом развития бойца. Он побывал на фронте, понюхал кровь и порох, осознал тяжесть одиночества и отсутствия помощи в бою, и теперь этот боец использует весь накопленный опыт для того, чтобы помочь своей команде победить. Он содействует всем, держа в приоритете тех, на ком сосредоточен противник в данный момент. Он готов к тому, к чему не готовы его товарищи. Он всегда собирает свою команду в нужных местах. Он ведет всех своих сопартийцев в бой за собой. Он контролирует спам и подрывает силы противника. Он ненавязчиво руководит всей своей командой, плюя на киллстрики, на фраги и место в топе. Он первый решает довериться своей команде, чтобы она потом могла положиться на него. А еще он до невероятного самовлюбленная паскуда, с которой, тем не менее, крайне приятно воевать. В конечном итоге, если взвесить все сказанное, текущее положение классов поддержки не так уж и удивляет. Сам по себе командный киберспорт в ветке стрелялок еще сравнительно нов и молод для игрового сообщества. Разумеется, всегда можно сослаться на Контру и Quake, но в обеих названных стрелялках саппорты как таковые отсутствуют, и весь игровой процесс строится именно на фрагах. А поскольку массовую огласку соревновательные игры на сегодняшний день приобретают в основном через киберспорт, вполне понятно, почему, например, та же самая TF за целое десятилетие так и не сумела популяризировать идею саппортов в соревновательных шутерах. Конечно, это тоже совершенно отдельная тема, которую в данный момент не обмусолил разве только ленивый. Однако от себя позвольте добавить, как неудивительно, благодарность Overwatch'у и всем его производным. Если бы Близы не создали стрелялку, которая предназначена только для командной работы и фактически заставляет людей действовать сообща, народ так бы и не понял, в чем же заключается основная идея шутеров с пометкой классово-командный. Конечно, у моба стрелялок целый вагон своих проблем, жанры слабо сочетаются, неважно балансируются и по сей день без щедрых денежных вложений представляют крайне сомнительный продукт для киберспорта. Однако при всем этом оверподобные игры смогли наконец объяснить людям, как правильно играть в TF-ку. Жаль, конечно, что для раскрытия смысла такой хорошей игры Близам потребовалось создать ее прямого конкурента. Ну, по крайней мере, это уже хоть что-то. Все лучше, чем производство ножей, шапок и ключей. Да и те уже давным-давно делает сообщество.
Мы уже даже сами пилим третью халву. Серьезно, Вентилян, на кой черт вы нам тогда нужны? Короче, чтобы думать много было не надо, мораль всего сказанного очень проста. Саппорт столь силен, сколь сильна его команда, и все же команде без капитана никуда. Правда, ребята? Так кто же из вас капитан? Ладно, хорошо. Может, хотя бы прокачаете? Телек, пожалуйста. Неважно. Успехов вам в игре и счастья в личной жизни. Да. Благодарю за внимание.